когда муж уже работал, и когда начали знакомые просто спрашивать: Инга, это правда, что ты пошла учиться? Я говорю: нет. А потом думаю, почему бы нет? Ну и как-то прошло время, и мужу говорю: может, все-таки попробуем? Он как бы был против. Как мы будем работать, как бы вдвоем будем в машине. На расстоянии все равно как-то скучаешь, а тут будем всегда вдвоем. Муж, наверное, обдумал это все. Ну, давай попробуем. Он поговорил с руководством, или можно взять не на каденцию, а на короткие рейсы, которые будут Литва, Италия, и возвращаться на выходные домой. Ему сказали да. Когда я приехала в Литву, и мы попросили, ну тут по месту хотя бы проехать недалеко, километров 100, там 150. У меня были ладошки все мокрые, ножки тряслись, но я ехала и как бы потом почувствовала машину. Когда первые там дни пришла, сказали, ну что, будешь ездить за двоих уже? Кто-то, может, думает, что на самом деле он работает за меня. Потом начали замечать, что я за рулем, и тогда уже там сарафанное радио работает, и уже передают: да, она ездит. Первое время переживала, как мне лечь спать, потому что нужно тоже отдохнуть. В последнее время, что уже спокойно ложиться спать, знает, что все так. Ну, бывают моменты, бывает, что-то делаю я неправильно, что-то скажу я неправильно. Если ты, допустим, дома можешь поругаться, там уйти на кухню, уйти в другую комнату, включить телевизор и отдыхать. А здесь у тебя график работы, что ты не можешь остановиться и куда-то уйти и побыть там наедине. За 5 дней мы можем проехать Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Словения, Словакия, Италия. Любим путешествовать. Если есть близко какие-то достопримечательности, мы всегда не упускаем такой возможности, всегда едем на автобусе, пешком. Да, есть что посмотреть. Привет! Привет. Как у тебя дела? Нормально. Как день прошел? Нормально. Сегодня 9 получила по английскому. Умница. Что провести тебе? Сок. Сок. И все. Да. Хорошо. Еще можно мармеладки сверху, баночки взять. Хорошо. Покажи Мусю. Муся. А вот какие они. Они... Вот. Беленькая и второй спит. Ой, проснулся. А как беленькую назвали? Таня назвала Белла. Белла. Все, заснул. Ну, тогда хорошо. Ты занимайся, а потом уже созвонимся. Все, Давай. все, пока. Всё, пока. Целую. Да, Пока-пока. пока. Пока.
такие происшествия, как кражи. Вот была кража по топливу. Мы слышали это все, как это все происходило. Мы не могли выйти с машины, потому что жизнь дороже. Еще такой был случай, когда тоже была кража. Разрезали тент, забрали у нас половину, можно сказать, груза. На утро, когда мы это все увидели, у меня был такой, и у супруга был такой шок, что мы просто не знали, что нам делать с этим. Вызвали полицию, полиция приехала, все сфотографировала, записала, дали нам документы, что у нас такое произошло. Благо, что мы стояли, приехали на парке. Мы стояли где-то, может, в другом месте, который неположенное место, то, может, были какие-то претензии. Зарабатывала я где-то примерно 150 евро в месяц. То, что я зарабатывала за месяц, можно здесь заработать за пару дней. У нас идет заработок от километра. Сколько километров проехали, столько мы заработали. Километр считается на парный экипаж 21 цент. Начинать всегда в любой работе, я думаю, что это есть и страх, и переживания. Я считаю, что если у тебя есть такая, как мечта, и не нужно бояться, нужно идти. То, что ты задумал, нужно идти всегда до конца.